Хей, меня зовут Никита. С каждым днем все больше и больше людей входит в крипто по разным причинам. Кто-то для того, чтобы заработать денег, кто-то для того, чтобы уберечь свои сбережения от инфляции и кризисов, кто-то для того, чтобы присоединиться в первых рядах к очередной технологической революции. Кстати, пиши в комментариях, почему именно ты интересуешься криптовалютами. И практически все из новоприбывших не имеют никакой стратегии и не знают, в какие проекты стоит вкладывать, поэтому покупают самое известное, какой-нибудь супер-мега Шиба Ину или Бэйби Илона, токены, которые на хайпе и которые часто рекламируют. К сожалению, с таким криптопортфелем депозит через год-полгода может сдуться к нулю, а этого мы явно не хотим. Ставь лайк с подпиской, потому что в нем мы разберем, как составить криптопортфель, составим вместе свой тестовый на $1000, а еще задокументируем все это в трекер валют, чтобы узнать, что станет с этим всем через год или полгода. Так что подписывайся и погнали! Небольшой дисклеймер. Данное видео не является инвестиционным советом. Портфель, который мы собираем в видео, является исключительно примером, а видео создано исключительно для развлекательных и образовательных целей. Перед инвестициями в криптовалюты проведите свое собственное изучение и соблюдайте законодательство своей страны. Для начала определимся, что такое криптопортфель. Криптопортфель — это набор криптовалют, которые принадлежат вам как инвестору. Портфель может содержать разные классы криптоактивов, платежные монеты, монеты метавселенных, utility токены или governance токены, а также шиткоины. Но об этом всем немножко позже, потому что есть такая важная вещь, как диверсификация портфеля. При инвестировании во что-либо для того, чтобы застраховать себя максимально, насколько это возможно, от рисков, необходимо распределять свои вложения. Немного сюда, немного туда, и если что-то резко упадет, вы не будете на 100% в минусе. Так это работает в жизни, так это работает в крипте, так это работает в финансах. Поэтому необходимо распределять свои инвестиционные средства по разным активам. И хоть криптовалюты — это единый класс активов, крипта, там есть свои определенные категории, по которым тоже можно распределить свои вложения. И как я уже говорил, диверсифицированный портфель поможет снизить общие риски и волатильность, а убытки, если такие случатся, можно будет компенсировать за счет прибыльных монет портфеля. Таким образом, сохранить стабильный рост наших активов в долгосрочной перспективе, что, собственно, нам, как начинающим инвесторам, и нужно. Да нет, нам нужно сразу закинуть $1000 на 1000% в Mega Scam Coin и To The Moon, но, скорее всего, у вас не получится такой трюк в начале своего пути, так что давай вернемся к основной части этого видео. Для того, чтобы создать хороший криптопортфель, необходимо придерживаться нескольких правил. Во-первых, необходимо разделить инвестиции по категориям, или точнее по уровням риска. Чем более предсказуемый актив и чем дольше он находится на рынке, тем менее он является рискованным. И если ваш портфель в основном состоит из рискованных активов, это может принести вам как огромную прибыль, так и огромные убытки. Поэтому для того, чтобы перестраховаться от внезапных тузимунов, 40% нашего криптопортфеля мы выделим под биткоин. Криптовалюта, в принципе, штука рискованная, но биткоин более-менее предсказуемая вещь, которая из года в год постоянно растет. Это даст нам какой-то якорь, за который хотя бы можно зацепиться. Вот почему $400 из 1000 мы выделяем на биткоин и покупаем на данный момент, это получается 0.011 BTC, и записываем в трекер. Очень важно вести отчетность того, сколько и куда вы инвестируете, чтобы понять, зарабатываете вы вообще или нет. Это можно делать посредством приложений типа CoinMarketCap, CoinTracker и так далее. Я там тоже трекаю, но чтобы детально видеть свою статистику по портфелю с балансировкой, для себя я лично потратил несколько дней на создание вот такой вот Excel таблички, и она показывает прибыльность по каждому активу, прибыльность по портфелю в целом, а также балансировку всего портфеля. И это все подтягивается динамически, достаточно вбить только историю ваших транзакций, и можно смотреть все развернуто. Так что, если вам нравится такой подход к учету портфеля из этого видео, то по ссылочке в описании вы можете получить эту табличку, всего лишь за $1, тем самым поддержав канал и мои труды. Спасибо. Так вот, 40% нашего портфеля уже собрано, но стоит понимать, в примере мы закупим и выпишем цены портфеля за сегодняшний день. В реальной же жизни необходимо заранее подготовить доллары или стейблкоины на бирже и потихоньку набирать свои позиции в течение определенного времени. Это застрахует вас от резких скачков и падений. Изначально наметьте себе план и придерживайтесь его. А также при необходимости и смене ситуации на рынке не бойтесь принимать решения и менять баланс в сторону более рискового или более консервативного портфеля. Хотя на первых порах лучше наблюдать за инвестициями и изучать, как ведут себя активы. Поэтому, если до этого мы инвестировали 40% нашего бюджета в цифровое золото под названием биткоин, следующие 20% стоит инвестировать в эфириум. Монета с большим потенциалом, со своими минусами на данный момент, однако очень большой, активной и, что очень главное, рабочей экосистемой, которой пользуются пару миллионов человек. На данный момент покупка эфириума на $200 равняется 0,082 эфириума. Опять-таки записываем в трекер, чтобы не забыть.
Более-менее стабильная часть портфолио уже куплена, это цифровое золото и всемирно распределенный компьютер, биткоин и эфириум. Два класса активов, которые необходимо накапливать. Это те ассеты, которые мы не продаем, а упорно копим для светлого будущего и точно не меняем на разные щиткоины, которые вчера вышли. Исключением, конечно, являются случаи, когда мы на 100% уверены в своих действиях. Далее нам остается распределить оставшиеся 40% капитала, их уже можно вложить в более рисковые активы, которые могут дать большую прибыль, ну или убыток. Но они, если что, могут быть скомпенсированы ростом эфириума и биткоина. Ну и в случае, если вы получаете огромную прибыль из них, не будьте жадными, не стесняйтесь фиксировать прибыль в USDT или в биткоин. Прежде чем мы перейдем к следующей части видео и разберем другие активы нашего портфеля, помните, что важно инвестировать столько, сколько вы готовы потерять. И если вы сидите и беспокоитесь за свой портфель, либо вы слишком много инвестировали, либо вы взяли слишком большие риски, которые не дают вам жить спокойно. В этих случаях лучше уменьшить риск или зафиксировать часть портфеля, потому что жизнь и нервы дороже любых денег. И ни в коем случае не вкладывайте свои последние сбережения. Важно понимать, что мы инвестируем не на краткий срок, не на неделю, не на месяц, а в долгую, потому что, во-первых, это будет требовать гораздо меньшей вовлеченности нас в сферу, а также не даст совершить кучу ошибок по типу «тут продам, через 2 недельки подешевле перезакуплюсь». Так что принимаем тот факт, что мы не профессиональные трейдеры и переходим к категории нашего портфеля, это востребованные сети и монеты средней капитализации, 20% нашего портфеля. $200 в этом случае можно выделить уже на несколько проектов, поэтому первое это DOT, потенциально очень перспективный проект с пока еще не до конца запущенной экосистемой. Если что, есть видео про него на канале. Поэтому покупаем несколько токенов на $70. Это получится 3,9 токенов DOT. И все это документируем. Далее, опять-таки, тут собраны монеты на мой вкус. Это еще один блокчейн первого уровня, NIR протокол. Потенциально крутой проект с большой экосистемой. И что важно, что проект еще не сделал свой To the Moon. Поэтому есть шанс на нем неплохо заработать. Также покупаем на $70 и получаем 6,37 токенов NIR. Получается уже такой неплохой портфельчик. Курс сейчас неплохо так упал, с $20 поверен до $12. Так что имеет смысл закупиться. Для чистоты эксперимента я запишу по сегодняшнему курсу, но я думаю, что дальше он будет только-только расти. У нас осталось еще $60 для данной категории, и чтобы не дробить так сильно, добавим в наш портфель на $60 токенов проекта Solana. Но что важно, это не покупать на самых верхах, и если вы видите на графиках полный рост, то вы уже не успели, и лучше прикупить немножко позже, либо прикупить что-то другое. Мы же в качестве эксперимента запишем все по текущим ценам и получим на $60 0,738 токена Solana. Прежде чем инвестировать, подробнее о этих проектах вы можете читать на CoinMarketCap. И если вам покажется, что проекты не перспективны, всегда есть возможность выбрать другие монеты. Это видео всего лишь пример и не инвестиционный совет. Следующая категория нашего портфеля – монеты малой капитализации. Это 15% нашего портфеля, то есть $150. Что можно положить в эту категорию? Во-первых, возьмем на $50 монетку ENS, сервиса, который предоставляет возможность покупки удобочитаемых имен в качестве NFT для Ethereum. Они раздали свои токены airdropом, и можно было так неплохо заработать. И сейчас монета достаточно далеко от своего all-time high, поэтому на очень долгий срок можно взять ее в портфель на $50 и получить примерно 3,15 ENS. Теоретически очень перспективный проект, но для того, чтобы он полностью раскрылся, необходимо ждать большего принятия крипто и Web 3.0, когда вся авторизация на сайтах будет как раз таки по кошельку, тогда цена может неплохо так подлететь. Это перспектива так 2-3 лет. После этого у нас остается еще $100, из них можно 50 положить в такую монетку как Flow. Это блокчейн, заточенный под NFT. Я инвестировал в него по 10, 12, даже $14. Сейчас он стоит около $5, и можно сказать, что находится на дне, самом дне. И это хорошее место для закупки. Но опять-таки, это нужно делать на свой страх и риск, поэтому добавляем Flow на $50 в свое портфолио и получаем 10,047 Flow. Чем отличается данный проект среди остальных? Их разработчик Larva Labs очень много лет находится в сфере крипто и еще даже ни разу не заскамился, кстати. Проект Flow сотрудничает с Google, NBA, UFC, и если где-то случится массовое принятие блокчейн, то есть большая вероятность, что она случится именно на проекте Flow. И последние $50 можно инвестировать в Toncoin, бывшая монета Telegram, которая сейчас перешла в руки независимых разработчиков тоже от телеги, но Павел Дуров их поддерживает, так что все хорошо. И даже Моргенштерн уже влетает в крипто и походу инвестировал
инвестировал именно в тон. Не знаю, плохо это или хорошо, пишите в комментариях. Но думаю, $50 можно выделить под данный проект и получить 19,455 токенов тон. Сейчас в комьюнити ходит достаточно спорное мнение по поводу этой монеты, так как сильно нездоровый хайп, как от Моргенштерна, не всегда хорош для проекта и до конца непонятно, тот ли это тон, который задумал Паша Дуров. В ближайшее время я постараюсь разобраться и снять целое видео по поводу этого проекта, так что ставьте свои лайки и пишите в комментариях, если хотите такое видео, чтобы вы могли точно быть уверены в своих инвестициях. А пока мы идем дальше. Чтобы вы не думали, что я тут просто втираю, что покупать, а сам ничего не беру и просто записываю все в табличку, могу заверить, что все монеты, о которых я говорю, находятся у меня в портфолио, и те монеты, о которых я ничего не знаю, либо я совсем не покупал, я их, соответственно, не рекомендую в этом видео. И последняя категория — это 5% нашего портфеля или $50, это монеты метавселенных, мемкоины и щиткоины. Если уж выделять такую категорию, то тут можно разгуляться и инвестировать во что-то рандомное, потому что с мемкоинами и монетами по 1 миллионной цента это просто реальная лотерея. Но а из метавселенных я бы взял Mana от Decentraland на $30, так как куча брендов открывает в их метавселенной свои представительства, и хоть она сейчас относительно дорога, и можно было бы подождать, пока она упадет, но не факт, что это случится. Так что берем в портфель 14,88 токенов Mana, это на $30, и помним, что позиции можно набирать со временем, и если какой-то токен падает, у нас всегда должна быть возможность его докупить по цене пониже, а соответственно усреднить цену покупки за все токены. Поэтому всегда на готове должна быть какая-то деньга. А на оставшуюся двадцатку, как я уже и говорил, купим какой-то рандомный мемкоин. Например, Floki Inu. Он тоже сейчас на дне. А сколько там, интересно, получится? 500 000 миллиардов монет? Небольшой апдейт по видео. Вместо щиткоина на $20 я предлагаю купить такую монетку, как Astar. Это парачейн Polkadot, который только недавно релизнулся и сейчас имеет очень маленькую капитализацию и очень привлекательную цену. Мне кажется, это будет немного перспективнее, так что в наш тестовый портфель я добавлю его, и это получится 192 монетки. Что ж, вот такое получилось у нас портфолио. Самое интересное, что с нашими монетами станет через год, поэтому подписывайся на канал и ставь колокольчик. Ровно через год сделаем реакцию на этот видос и посмотрим, получили ли мы из $1000 10к баксов. А я напоминаю, если тебе понравился такой метод учета портфолио и ты так же, как и я, любишь учитывать все в Excel, то по ссылочке в описании ты можешь получить эту полностью автоматизированную табличку вместе с видеоинструкцией, как ей пользоваться. И как ты понимаешь, рынок криптовалюты во многом зависит от состояния биткоина, и если он упадет в самую днину, то положительных результатов от нашего портфолио нам ожидать не стоит. Но все же желаю тебе и мне и биткоину удачи, роста. Пока, увидимся на следующей неделе.